Приветствую на моем канале, продолжу знакомить с моей кассетной коллекцией, как и лентами первого типа, то есть оксид железа, который я показывал в видео по ссылке на экране. Наиболее многочисленна моя коллекция представлена кассетами второго типа ТДК от токийского предприятия по производству ферритов. Я считаю, что неверно произносить эту аббревиатуру в английском варианте, если вы не англоязычный, потому что первые литеры взяты именно от японских слов. И я всегда называл эти кассеты именно так, ТДК. Сегодня буду показывать кассету с лентой стандарта МЭК-2. Напомню, что ленты второго типа не только с хромдиоксидным покрытием, а также с феррокобальтовым и металлопорошковым. Еще в 1974-75 годах предприятия из Японии ТДК и Maxell произвели на рынке кассеты ТДК SA, суперавелин, это фирменное название ленты ТДК, из хромдиоксида легированного кобальтом, и Maxell UD XL, также с феррокобальтовым покрытием. Они отличались низким уровнем шума и малым уровнем записи на высокой частоте. Реальный динамический диапазон таких лент составлял всего 60-65 дБ. В интернете есть такое описание, что эти ленты имели характерный запах горячего воска. Ссылку на данную информацию оставлю в описании этого видеоролика. Все кассеты второго типа фирмы ТДК, выпущенные с 1980 по 2000 годы, не хромдиоксидные, а феррокобальтовые. А в середине 90-х годов была изготовлена первая и единственная трехслойная феррокобальтовая лента ТДК SA-XS. Самого высокого класса лент этого бренда второго типа. Но вернемся к моей коллекции кассет с лентой стандарта МЭК-2. С 1986 по 1997 годы линейку таких кассет ТДК открывала модель с лентой SF. Super Fidelity, что переводится как суперточность. В те годы я приобрел в моем городе вот такую модель 1994 года европейской версии. Она упакована в тонированный футляр и имеет такой же сильно затонированный в цвет пивной бутылки корпус на винтах. Помню, когда я ее купил, она мне казалась такой необычной и очень красивой. Сейчас, да, она выглядит необычно, но теперь для меня красиво, когда катушки с лентой хорошо видны сквозь прозрачный пластик кассеты и через крышку кассетоприемника. Это лента начального класса из феррокобальта темно-коричневого цвета, которая явно отличается от ленты BASF из оксида хрома. На этой ленте сохранилась запись, произведенная в те же 1990-е годы, альбом 1993 года Анжелики Варум. Я ее тогда самостоятельно записал, похоже на Веги 122. Послушаем фрагмент композиции «Художник, что рисует дождь». Листопадным звоном летела золотая тень. В 1987 году для японского рынка была выпущена кассета TDK SF-90, которую я купил уже в этом году. Модель та же, но, как видите, кассеты разные. Разница между ними 7 лет. Здесь другой корпус, другой футляр, вкладыш другой, раккорды. И оттенки ленты коричневого цвета отличаются, только пружинки под подушками одинаковые. В 1989 году вместо модели SF были доступны SR, Super Response, то есть супер отдача, и чуть лучше SRX. В моей коллекции есть эти модели 1991 года для японского рынка. Обе кассеты внешне похожи, но цвет их лент, на мой взгляд, внешне похож на цвет ленты кассеты SF 1994 года. Улучшенные характеристики имела лента SA суперавелин, вот такая, тоже 1991 года, но, похоже, американская версия. У нее лента чуть темнее в сравнении с той же SRX. Но выше классом была SAX Super Avelin Extra. Кстати, отмечу, что пока все представленные модели имеют качественные разборные корпуса на винтах. На кассете ТДК SA-90 сохранилась сборка начала 1990-х годов, предлагаю ее и послушать. She wants to be a star. She's caught in the middle. Oh, I'm growing up. Продолжу обзор на самой высокой ступени качества ленты второго типа. С 1984 по 1987 годы стояла ТДК HXS, которая комплектовалась металлопорошковой лентой, но с примесью кобальта. Такая лента отличалась высокой чувствительностью, но у нее нестандартный существенно большой ток подмагничивания, не соответствующий стандарту МЭК-2. Она реализовывалась, как правило, на американском рынке. Могу предположить, что под нее настраивались тракты записи магнитофонами американского производства. В моей коллекции есть кассеты
кассета с похожей аббревиатурой Panasonic HX90 1989 года выхода на японский рынок, произведенная на предприятии ТДК. Я только предполагаю, что это подобная лента второго типа. У нее он такой аналогичный корпус, как у ТДК тех же лет. Ну а цвет ближе все-таки к Супер Авелину, вот нижнему. Но, в общем-то, несмотря на бренд Panasonic, это кассета ТДК, поэтому она в этом обзоре. Но вернемся к феррокобальтовым лентам. С 1994 года сначала на японские, а с 1997 года на европейские рынки выпущены кассеты Seeding 2, DJ 2, BIM 2 и AD 2 с лентой начального уровня второго типа, заменившая модель Super Fidelity SF. В моей коллекции 3 такие модели ТДК Seeding 2 на 90 минут, которые укомплектованы феррокобальтовой лентой. Кассета 1996 года для японского рынка в разборном корпусе. Кассеты азиатского рынка поставлялись, как правило, в футлярах типа Slim. У нее лента даже в сравнении с SRX имеет что ли более насыщенный цвет, такой темный с красноватым отливом. Это более коричневое. На этой кассете записано 2 альбома 1988 года Эльза Лунгини и Сандра. Послушаем сторону А, одну песенку. Некогда популярная, ну как популярная в этом 88 году. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie, qui je suis. Далее кассета 1998 года для японского рынка в оригинальном бирюзовом клееном корпусе. У меня это первый клееный корпус ТДК 1998 года. Ленты обеих кассет цветом схожи. И кассета 2001 года европейка и снова в разборном корпусе. Внешне похожа на версию 1996 года, только другой принт. Цвет ленты у нее вроде бы чуть темнее. Здесь оригинальная запись альбома Джо Кокера 1992 года. Послушаем фрагмент ее. Ну, как-то так. А также есть ТДК DJ 2 90 минут 1998 года, японский рынок. И снова в клееном корпусе. Оригинальные раскраски. Похоже, что на японский рынок шли только клееные кассеты. Лента DJ 2 выше по качеству ленты в кассетах Seeding 2. По цвету она схожа с Seeding 2, но может это еще ощущается за счет вот этих одинакового цвета подушек. Они вроде как вот эти две ленты схожи. И вот я насчитал 9 аудиокассет ТДК с феррокобальтовой лентой второго типа. И еще одна кассета Panasonic, она же ТДК. К сохранности записи на этих кассетах, как вы могли убедиться, у меня вопросов нет. Впрочем, как и к хромдиоксидным лентам BASF. Но это пока. А вас же благодарю за просмотр, всем здоровья и до скорой встречи на канале. Пока.